Я рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня мы будем рассматривать узор для топа. Это лицевая сторона, это изнанка у нас. Отличать мы знаем как. У нас здесь край. Если он красивый, это лицевая сторона. Если не красивый, значит изнанка. Мы сегодня рассмотрим с вами два узора. Основной узор, который вяжется вот так. И кайма. Покажу, как здесь соединять. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, мы начинаем. Раппорт узора 10 петель. Для примера нам надо набрать 30 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 30. Мы набрали 30 воздушных петель. Держим петельку, набираем одну воздушную петлю подъема. Это есть начало первого ряда. В ту петлю, которую держали, мы провязываем столбик без накида 1. Заходим в следующую петлю и провязываем еще один столбик без накида. Мы с вами провязали 2 столбика без накида. Теперь пропускаем 3 петли внизу, заходим в четвертую и вывязываем элемент. 3 столбика с накидом из одной точки. 1 столбик с накидом, 2, 3, 3 столбика с накидом, 1 воздушная, и в эту же точку еще 1 столбик с накидом. 1, 2, 3. Мы с вами связали элемент, состоящий из 3 столбиков с накидом, 1 воздушная, 3 столбика с накидом. Пропускаем 3 петли внизу. 1, 2, 3. Заходим в четвертую, вывязываем столбик без накида 1. 1 воздушная. Пропускаем 1 петлю внизу, заходим в следующую и вывязываем столбик без накида 1. Далее мы повторяем все то же самое, что делали в начале. Мы пропускаем 3 петли внизу, 1, 2, 3, заходим в четвертую и вывязываем элемент 3 столбика с накидом из одной точки. 1, 2, 3. 1 воздушная, и в эту же точку 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Пропускаем 3 петли внизу, заходим в четвертую, вывязываем столбик без накида 1, 1 воздушная, пропускаем 1 петлю внизу, заходим в следующий, вывязываем столбик без накида. Мы с вами связали второй элемент. Пропускаем 3 петли внизу, 1, 2, 3. Заходим в четвертую, вывязываем элемент 3 столбика с накидом из одной точки. 2, 3. 1 воздушная, и в эту же точку 3 столбика с накидом. 2, 3. Пропускаем 3 петли внизу, заходим в последнюю петлю и вывязываем столбик без накида 1. Мы с вами связали первый ряд. Начало второго ряда — это у нас 3 воздушные петли. Переворачиваем работу и начинаем вязать второй ряд. В столбик без накида предыдущего ряда, который мы только что связали, провязываем 1 столбик с накидом. Это и есть
начало второго ряда. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Заходим в элемент, у нас их 3 в образце. Между тремя столбиками с накидом у нас есть одна воздушная петля. Мы заходим под нее и провязываем столбик без накида. 1. 3 воздушные петли. Далее мы заходим. В предыдущем ряду мы вязали столбик без накида, 1 воздушная, столбик без накида. Заходим в арочку под воздушную петлю и провязываем столбик с накидом, 2 воздушные, и в эту же точку еще 1 столбик с накидом. Мы с вами связали элемент. Столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом, 3 воздушные петли. И делаем все то же самое. Мы заходим в элемент. Между тремя столбиками у нас есть 1 воздушная петля в предыдущем ряду. Мы заходим под нее и провязываем столбик без накида. 1. 3 воздушные петли. Заходим в арочку, где у нас была 1 воздушная петля в предыдущем ряду между двумя столбиками без накида, и провязываем столбик с накидом, 2 воздушные, и в эту же точку столбик с накидом. 1. Мы провязали еще один элемент. 3 воздушные петли. Заходим в арочку между тремя столбиками в элементе. Провязываем столбик без накида. 1. 3 воздушные петли. В конце ряда у нас есть 2 столбика без накида. Мы заходим в последний по ходу вязания и вывязываем 2 столбика с накидом из одной точки. Мы с вами связали второй ряд. Начало третьего ряда 3 воздушные петли. Переворачиваем работу. В предыдущем ряду у нас есть 2 столбика с накидом. Мы первый столбик пропускаем, так как у нас 3 петли подъема заменили этот столбик. Заходим во второй столбик и вывязываем 3 столбика с накидом из одной точки. 1, 2, 3. Мы с вами связали 3 столбика с накидом и столбика с накидом предыдущего ряда. Теперь у нас есть арочки. 3 воздушные петли в предыдущем ряду. Мы заходим под первую арочку, вывязываем столбик без накида, 1 воздушная. Пропускаем большой элемент, заходим в следующую арочку, вывязываем столбик без накида. Провязали. Теперь работаем с элементом из 2 столбиков с накидом, которые получились в виде галочки. Мы заходим в середину этого элемента и вывязываем большой элемент, который мы уже вязали в начале. 3 столбика с накидом из одной точки, 1 воздушная, и в эту же точку 3 столбика с накидом. 2, 3. И вот что у меня получилось. Далее заходим под арочку и вывязываем столбик без накида. 1 воздушная. Заходим в следующую арочку и вяжем столбик без накида. Теперь заходим в следующий элемент из 2 столбиков с накидом в виде галочки и вывязываем 3 столбика с накидом из одной точки. 2, 3. 1 воздушная, и в эту же арочку 3 столбика с накидом. 2, 3. Мы с вами связали второй
элемент из 3 столбиков с накидом. 1 воздушная и 3 столбика с накидом. Далее мы заходим по ходу вязания под арочку, вывязываем столбик без накида, 1 воздушная, заходим в следующую арочку, вывязываем столбик без накида. В конце ряда мы имеем столбик с накидом и 3 воздушные петли. Мы заходим в столбик с накидом предыдущего ряда, и из него вывязываем 3 столбика с накидом из одной точки. 2, 3. Из столбика с накидом предыдущего ряда мы вывязали 3 столбика с накидом из одной точки. В конце вязания в первую петлю подъема мы провязываем еще 1 столбик с накидом для ровного края. Мы с вами связали 3-й ряд. Начало 4-го ряда. 1 воздушная петля. Переворачиваем работу. В первый столбик с накидом предыдущего ряда мы провязываем столбик без накида. 1, 3 воздушные петли. Находим, пропускаем элемент, половинку элемента. Находим 2 столбика без накида и 1 воздушную петлю. Вот в эту 1 воздушную петлю мы провязываем элемент столбик с накидом, 2 воздушные, и в эту же точку столбик с накидом. Такой получился элемент. 3 воздушные петли. Заходим в большой элемент. Между 3 столбиками с накидом мы вывязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Заходим в следующие 2 столбика без накида в арочку под воздушную петлю и вывязываем элемент столбик с накидом, 2 воздушные, и в эту же точку столбик с накидом. 3 воздушные. Заходим в большой элемент между 3 столбиками и вывязываем столбик без накида. 3 воздушные. Заходим в столбики без накида, между ними в арочку и вывязываем элемент столбик с накидом, 2 воздушные, и в эту же точку столбик с накидом. 3 воздушные. В конце ряда в первую петлю подъема мы вывязываем столбик без накида. Мы с вами связали 4-й ряд. Начало 5-го ряда, 1 воздушная, переворачиваем работу. Заходим в столбик без накида, который мы только что связали в предыдущем ряду, и вывязываем столбик без накида. Входим в арочку, вывязываем столбик без накида. Теперь работаем с галочками. Заходим в арочку и вывязываем 3 столбика с накидом. 2, 3. 1 воздушная, и в эту же арочку 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Далее мы заходим под арочку, вывязываем столбик без накида. 1 воздушная. Заходим в следующую арочку, вывязываем столбик без накида. Привязали этот элемент. Теперь заходим в следующий элемент из 2 столбиков с накидом и 2 воздушные петли между ними, и вывязываем большой элемент 3 столбика с накидом. 2, 3. 1 воздушная, и в эту же точку 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Связали. Заходим под арочку, вывязываем столбик без накида, 1 воздушная. Заходим в следующую арочку, вывязываем столбик без накида. Заходим по ходу вязания в элемент, где у нас 2 столбика с накидом и 2 воздушные петли. Вывязываем большой элемент
3 столбика с накидом, 1, 2, 3. 1 воздушная, и в этот же элемент 3 столбика с накидом, 1, 2, 3. В конце 5-го ряда мы заходим в арочку, вывязываем столбик без накида, и в столбик без накида предыдущего ряда мы вывязываем еще 1 столбик без накида. Мы с вами связали 5-й ряд. Начало 6-го ряда 3 воздушные петли. Переворачиваем работу. Заходим в столбик без накида предыдущего ряда и вывязываем столбик с накидом 1. Далее мы вяжем 3 воздушные петли, заходим в большой элемент, между 3 столбиками провязываем столбик без накида 1, 3 воздушные петли, заходим между 2 столбиками без накида и вывязываем столбик с накидом, 2 воздушные, и в эту же точку столбик с накидом. 6-й ряд такой же, как 2-й. 3 воздушные петли, заходим в большой элемент между 3 столбиками и провязываем столбик без накида, 3 воздушные петли, находим 2 столбика без накида и вывязываем элемент 1 столбик с накидом, 2 воздушные, и в эту же точку столбик с накидом. 3 воздушные петли, заходим в большой элемент, привязываемся столбиком без накида, 3 воздушные петли, в конце ряда последний столбик без накида мы провязываем 2 столбика с накидом из одной точки. Мы с вами связали 6-й ряд. Это и есть основной узор. Теперь мы с вами будем вязать кайму. Мы набираем 1 воздушную петлю, переворачиваем работу. В первый столбик провязываем столбик без накида. Далее мы набираем 5 воздушных петель. 3, 4, 5. Заходим в столбик без накида, который у нас был в предыдущем ряду в большом элементе. И провязываем столбик без накида 1. Далее мы заходим в элемент, не в большой, а в маленький, где у нас 2 столбика с накидом и 2 воздушные петли. Из одной точки, вот из этой арочки, мы вывязываем 9 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мы связали 9 столбиков с накидом из одной точки. Далее мы заходим в большой элемент, в столбик без накида предыдущего ряда, и вывязываем столбик без накида. Тем самым мы привязали этот элемент к основному полотну. 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5. Заходим в следующий элемент по ходу вязания, где 2 столбика с накидом. В арочку провязываем столбик без накида, 5 воздушных петель, 4, 5. Заходим в большой элемент и вывязываем столбик без накида. Мы с вами привязались. Теперь в конце у нас получается здесь вот элемент, так как это у нас половинка,
край. Здесь надо вязать половину узора. Половина вот этого большого элемента. Мы в арочку вот сюда провязываем из 9 5 столбиков с накидом из одной точки. 2, 3, 4 и 5 мы вяжем в первую петлю подъема для ровного края, чтобы у нас здесь не было волны. Мы с вами связали первый ряд каймы. Начало второго ряда каймы у нас 3 воздушные петли, которые заменяют столбик. Переворачиваем работу. И здесь у нас сейчас 4 столбика с накидом. Мы набираем одну воздушную петлю. Так как по рисунку между столбиками мы сейчас будем вязать столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля. Мы сейчас с вами набрали воздушную петлю, заходим во второй столбик в макушку, провязываем столбик с накидом, 1 воздушная, в следующий заходим в столбик предыдущего ряда, вывязываем столбик с накидом, 1 воздушная, в следующую макушку заходим, вывязываем столбик с накидом, 1 воздушная, и в 4-й столбик заходим и вывязываем столбик с накидом. Мы с вами связали 4 столбика с накидом и 1 воздушная петля между ними. Теперь у нас есть 2 арочки. Мы заходим в одну арочку, вывязываем столбик без накида, 5 воздушных петель. Заходим в следующую арочку, вывязываем столбик без накида. Здесь мы связали половину элемента, а здесь мы сейчас с вами свяжем полностью элемент, который нам нужен. Мы заходим в первый столбик, вывязываем столбик с накидом, 1 воздушная. И так все 9. Столбик с накидом, 1 воздушная, 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 столбик, 1 воздушная, столбик, 1 воздушная, столбик, 1 воздушная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Заходим в последний, вывязываем столбик с накидом, 1. Вот что у меня получилось. Здесь половина элемента, а здесь целый. В конце мы заходим под арочку, вывязываем столбик без накида, 2 воздушные, и в столбик без накидов предыдущего ряда мы провязываем столбик с накидом. Мы с вами связали второй ряд кайму. Начало 3-го ряда 1 воздушная, переворачиваем работу. В столбик с накидом предыдущего ряда мы провязываем столбик без накида. И далее, как я понимаю, должно быть пико. Мы как это делаем? Здесь 2 воздушные петли. Делаем 2 воздушные петли, возвращаемся назад, провязываем пико соединительной петлей. Заходим в следующий столбик и провязываем столбик с накидом. 2 воздушные, возвращаемся назад в точку соединения 2 нитей. Соединительной петлей делаем пико. Только пико у нас не из 3 петель, а из 2. У нас получается такая бородавка. Далее мы заходим в следующий столбик, провязываем столбик с накидом. 2 воздушные, делаем пико соединительной петлей. Заходим в следующий столбик. Столбик с накидом, 2 воздушные петли, возвращаемся назад в то место, где у нас встречаются 2 нитки. Соединительной петлей делаем пико. Заходим в следующий столбик, вывязываем столбик с накидом.
Вот что получается, такие шишечки. После того, как провязали столбик с накидом, 2 воздушные петли, возвращаемся в то место, где встречаются 2 нитки. Соединительной петлей вывязываем пико. Заходим в следующий столбик, вывязываем столбик с накидом. 2 воздушные, возвращаемся назад, пико. Заходим в следующий столбик, столбик с накидом. 2 воздушные петли, возвращаемся назад, пико. Заходим в следующий столбик, вывязываем столбик с накидом. 2 воздушные, возвращаемся в то место, где встречаются 2 нити. Соединительной петлей делаем пико. И нам еще осталось 2 столбика. Столбик с накидом, 2 воздушные, пико. И последний столбик с накидом. Больше мы пико не делаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. У нас получилось как по схеме 8 шишечек. Далее мы заходим в арочку, привязываем всю эту красоту столбиком без накида. И так как у нас здесь половина элемента, вот эти 4 столбика, мы заходим в столбик, провязываем столбик с накидом, 2 воздушные, возвращаемся в то место, где встречаются 2 нити, 2 петли, вывязываем пико, заходим в следующий столбик, провязываем столбик с накидом, 2 воздушные, пико, заходим в следующий столбик, столбик с накидом, 2 воздушные, пико, заходим в следующий столбик, столбик с накидом, 2 воздушные, пико. И в конце ряда, в 3-ю петлю подъема, мы вяжем столбик с накидом. Это на тот случай, если вдруг у кого-то будет боковая половинка. Ну и все. Мы связали. Делаем последнюю петлю, отрываем ниточку, и мы с вами связали кайму топа. Все легко и просто. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. Описание будет находиться в конце видео, и если там будет не видно, будет ссылочка в описании под видео. ВКонтакте. Вступайте в группу ВКонтакте. Подписывайтесь в Дзене. Всем добра и легких петелек.